Здравствуй, дорогой друг! В эфире очередной выпуск нашей радиостанции «Свободное бритье». Но, возможно, и последний. По крайней мере, под этим названием. Потому что совсем недавно Franco Style 80 выдал свой вариант названия радиостанции «Бородатое радио». «Бородатое радио». Мне он понравился. Ну, прям реально. Во-первых, по нашей непосредственной теме. Во-вторых, я стараюсь, чтобы радиостанция в первую очередь работала для новичков. Выдавала все вот такие вот темы, которые им нужны. Ну, а для старожил это бородатые уже темы, ну и баяны. Поэтому вот «Бородатое радио» тут как нельзя кстати. Но, если ты считаешь, что ты можешь придумать название лучше, ну или не хуже, по крайней мере, пиши его в комментариях под видео. Я выберу пятерку самых-самых-самых, устрою голосовалку в сообществе на канале, и кто победит, тому помазок во все пузо. Синтетический, ХЛСовский, любой какой выберет. Хочет черный для массажа, хочет белый, ну на все случаи жизни, а хочет красного кардинала для неги. Такой уха. Ну то есть какой захочет, такой выберет. Ну естественно так радиостанцию назовем. Но тебе придется постараться, потому что бородатое радио попало прям в точку. И если ты не победишь, тогда по мазоку идет Franco Style 80. Сегодняшний выпуск я хочу посвятить агрессивности бритья, дабы в следующем выпуске мы уже спокойно могли поговорить о первом наборе для новичков. Так вот, если говорить об агрессивности бритья, для чего это вообще нужно? Наверное, в первую очередь из-за того, что все будет зависеть от количества проходов на лице. Агрессивная бритва ту же самую работу сделает гораздо быстрее, чем мягкая. Люди сами для себя уже давным-давно разделили все бритвы на три категории. Это мягкие бритвы, среднеагрессивные и агрессивные. Даже таблицу такую специальную выдумали, ну чтобы, как сказать, знаете, ну чтобы было о чем поговорить. Не все бритвы, но некоторые, они все-таки в эту таблицу занесли. И там каждый баллы понатыкали, вот это столько, это столько. Таблица достаточно имховая. Я с некоторыми позициями в ней просто категорически не согласен, потому что не для меня не так. Кто-то со мной может быть не согласен, потому что для него не так. Поэтому таблица такая, знаете, приблизительная. Пример. Там рядом соседствуют две великолепные бритвы. Это Merkur 34 и Müller R89. Так вот, если Müller R89 для меня ну непокоренная высота. Вот Сонька золотая ручка, которая вот у меня есть, она дает мне кайф только с одним единственным лезвием, РПЛ. Со всеми другими лезвиями я просто категорически не могу договориться. У меня все будет разнесено в хлам. И в то же время тот Меркур, который стоит рядом с ней, 34-й, для меня это мурлыкающий котенок. Я могу бриться этой бритвой каждый день, и мне за это ничего не будет. Но стоят они вместе. Понимаете, какая разница? То есть Müller R89 для меня как минимум в 2 раза агрессивнее, чем Merkur HD34. Еще один пример. В этой же самой таблице Merkur 37 слант, ему припаяли то ли 6,5, то ли 7,5 баллов, якобы он такой агрессивный. Так вот, для меня это не так. Merkur 37 для меня самый мягкий слант из всех слантов, которые я пробовал. Мягче него я не знаю никого. А в таблице ему впаяли как надо. Поэтому на эту таблицу смотрите так, вот относительно вас, как это будет, вот так вот примерно и ориентируйтесь. Так от чего же зависит эта агрессивность, ребята? От многих параметров, чисто технических. Ну так, для примера. От конфигурации крышки, с каким радиусом она сделана. Какой радиус не только наружный, но и внутренний у крышки. Как далеко лезвие будет крепиться от края нижней плиты, от края верхней плиты. Как далеко лезвие это будет вылетать от верхней крышки. Как далеко лезвие это будет вылетать за мнимую прямую, такую, которую вы проведете от края крышки до гарды. От высоты, от расстояния режущей кромки до гарды. Как вертикального, так и по касательной гарде. Ребята, там столько параметров, столько всего. Я вам просто предлагаю не забивать голову. Просто принять на веру, что вот есть мягкие бритвы, среднеагрессивные и агрессивные. Но это еще не все. Есть еще искусственное изменение агрессивности. Вы это можете сделать с любой вашей бритвой, которая у вас есть. Если вы будете бриться от гарды, это вот так, тырц, и пока режущую кромку не почувствуете. Это и будет бритье от гарды. Если вы будете бриться от крышки, это перпендикулярно тырц, и пока не почувствуете РК. Это бритье от крышки. Так вот, бритье от крышки всегда мягче, чем бритье от гарды. Еще одна непреложная истина. Все бабочки, какую бы вы ни выбрали, они все будут мягкие. Ну, из исключения, конечно, регулируемых. Регулируемые, да, они бывают и хорошо агрессию нагнетают. Вот прямое подтверждение жилетовские бабочки. Еще есть парочка заблуждений. Я вам уже маленько рассказал про косорез.
И в таблице его обозвали, что он, жуть какой агрессивный. И люди многие, как глянут на него, какой он весь такой, от винтом аж чурается. Ребята, это неправда. Для меня, они нормальные. Нет такого супер-пупер какого-то агрессивного, чтобы прям страшно было бриться. Еще одно заблуждение. Open.com по нашему гребенка. Все как на эти зубья понасмотрят, думают, все, она там прям... Нет. Нет. Зубья на агрессивность не влияют. Они влияют на дополнительный проход пены. Дополнительный проход оставления пены на лице, чтобы вам была вот эта вот смазка. Это что касается агрессивности. Из своего жизненного опыта могу сказать, что большинство людей, вот которых я знаю, с которыми я общался, которые сообщались со мной за все эти годы, я мысленно их делю, это где-то процентов 10-15, это люди с азиатским типом щетины, то есть мягкая. Так вот получилось, ребят. Еще 10%, 10-15% это люди с жесткой щетиной. В этот же процент входят особо невезучие, у кого деликатная нежная кожа и плюс жесткая щетина. Это опять же в эту процентовку. Все оставшиеся, это, пожалуй, люди с обыкновенной щетиной. Это все мы. И совсем маленький процент, может быть 1, 2, может быть 3, это люди, у которых щетина стелется. Вот этим людям я вообще ничего не могу сказать, ничего не могу посоветовать, потому что я в жизни никогда с этим не сталкивался. Надежда только на вас, что вот кто-то в комментариях подскажет на эту тему. Всем остальным, принято как? Если у вас азиатская щетина мягкая, мягкие станки вам подойдут более чем. Если у вас щетина жесткая, острые бритвы. Вы тогда просто меньше будете, с большим успехом будете косить вашу щетину. Средние агрессивные бритвы, ими пользуются все. И те, и те, и те, и те. Еще одно есть непреложное правило, которым стараются пользоваться все старики. Я вам по секрету выдам, тут меня не сдавайте. Если у вас мягкая бритва, все стараются ставить на нее острое лезвие, дабы увеличить эффективность мягкой бритвы. Если у вас агрессивная бритва, все стараются ставить на нее мягкое лезвие, дабы сгасить агрессивность острой бритвы. Для среднеагрессивных бритв, тут кто что гораздо. Что вы для себя подберете, это будет зависеть от вашей щетины, от вашей кожи, от ваших тараканов в голове, от ваших пожеланий, от ваших хочу и от ваших предпочтений. От многого будет зависеть. Вот то, что вы попробуете, то, что вам понравится, вот это вот для вас и будет хорошо. Все, что я сказал сегодня в этом видео, это достаточно условное, и в каждом отдельном случае, когда вы это будете примерять на себя, это будет трансформироваться именно в ваш опыт, именно в ваш процесс. Все, что я сегодня сказал, вам нужно примерить на себя, взять то, что вам подходит, а то, что не подходит, просто отторгнуть и идти дальше. И повторю, в следующем видео мы с вами поговорим об наборе новичка. Что ему выбрать, что ему нужно, что вообще такое бритвенный набор, что в него входит и на чем в первую очередь в основном пакете новичку стоило бы сосредоточиться. Опять же, с моей колокольни. На этом разрешите попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. До следующего понедельника. Пока-пока.